Жертвоприношения людей и животных практиковались различными обществами в древнем мире. В доиспанском Перу людей убивали и помещали в гробницы, чтобы сопровождать важных людей в загробной жизни. Хоронили в качестве жертвоприношений в монументальной архитектуре и приносили в жертву в различных контекстах как дары богам. Однако случаи массовых жертвоприношений с участием детей всегда наводят на размышления, насколько древние общества были заложниками религиозных предрассудков. Археологические раскопки, известные как Унчакита-Лас-Льямас, рядом с бывшим центром культуры Чиму-Чанчаном и современным городом Трухильо, представляют собой один из крупнейших известных случаев массовых жертвоприношений детей из обнаруженных в Америке. Помимо более 140 детей, в жертву были принесены и 200 лам, и, возможно, альпак, на площади около 700 квадратных метров. Это событие произошло около 1450 года нашей эры, и в нем участвовали дети обоих полов, от 6 до 14 лет, которых собрали из различных мест, судя по изотопному анализу и различным способам модификации черепов. Помимо детей, было 3 взрослых человека, которые, вероятно, сопровождали детей до места спланированного ритуала в конкретный день. Их мумифицированные кости были найдены аккуратно сложенными. Головы жертв были обращены к океану, а ноги к горам. Многие из останков были найдены с костями одной или 2 молодых лам, лежащих сверху. Как мальчики, так и девочки, похоже, были убиты одинаково, с одним горизонтальным срезом на грудине. Многие из детских грудных клеток, по всей видимости, были раскрыты, что может указывать на извлечение сердец. Доказать это пока не представляется возможным, но у майя описывалась важность изъятия сердца, которое все еще билось. Детей разместили лежа на боку, а не в сидячем положении, что является более традиционной позой погребения в культуре Чиму. Ни на одном из погребенных не было ожерелий из раковин, и вместе с ними не было похоронено керамических подношений. Некоторые лица старших детей были окрашены в красный цвет киноварью, а на их головах были парадные головные уборы. Период, когда произошло это событие, связан с доколумбовой культурой Чиму, которая процветала в регионе с XI по XV век в виде королевства или империи Чимор. Королевство располагалось в прибрежной полосе между Тихим океаном и западным предгорьем Анд. На севере – до современной границы Перу и Эквадора, а на юге – до современной перуанской столицы Лимы, охватывающей более 1000 километров перуанской береговой линии. Это довольно интересная сельскохозяйственная культура со сложной сетью каналов для орошения полей и интересными артефактами, если не учитывать огромных тараканов в их головах. Общество Чиму представляло собой 4-уровневую иерархическую систему с мощным правлением элиты над административными центрами. Иерархия была сосредоточена в городах-крепостях, таких как Чан-Чан, где элита проживала отдельно от простолюдинов, отгородившись глинобитными стенами высотой 9 метров. Антропологи немного знают о системе верований Чиму. Нет письменных свидетельств об их религии. И поскольку большая часть их искусства является символической, а не репрезентативной, это дает лишь несколько подсказок о религиозных практиках. Божество Луны, Ши или Си, считалось более мощным, чем Солнце, так как Луна появлялась ночью и днем, а иногда и закрывала Солнце. По принципу «кто сверху, тот и главный». В каждом районе были местные святыни разной степени важности. Чиму поклонялись также божеству Марса Нору и Земли Гисе, а также божествам Солнца Дзянь или Чанг и моря Ни. Бог Солнца был связан с камнями, называемыми Алаек-Понг, которые считались предками людей, на территории которых они стояли, и сыновьями Солнца. А жертвы, как считалось, приносились Луне. Есть несколько гобеленов, которые изображают массовые убийства, но они скорее показывают военнопленных, а не детей. В 1970-х годах археологи, работавшие в Чанчане,
обнаружили останки сотен молодых женщин, которые были принесены в жертву во дворцах Чанчана, чтобы позаботиться о короле после его смерти. Исследователи также обнаружили кости 200 жертв в Пунта-Лобос, включая детей, взрослых и стариков, которые были казнены воинами Чиму где-то около 1350 года во время военной экспансии Чиму в южную часть Касмы. Но массовые ритуальные жертвоприношения детей не так распространены на северном побережье Перу. Исследователи отмечают, что дети и ламы были похоронены в толстом слое грязи на песке со следами людей и животных. Это говорит о том, что ритуал провели вскоре после того, как проливные дожди вызвали наводнение и оползни в засушливом регионе с незначительным количеством осадков при нормальных условиях. Возможно, эта эпическая жертва была призвана остановить дожди. Это трудно себе представить, но всего 569 лет назад люди, чтобы остановить дождь, убивали детей. Исследователи определили, что у всех детей было хорошее здоровье на момент их смерти, и что они, вероятно, происходили из целого ряда географических и этнических общин в империи Чиму. Северное побережье Перу обычно засушливое, но иногда условия Эль-Ниньо приводят к проливным дождям и наводнениям в этом регионе. Этот сдвиг мог нанести катастрофический ущерб полям и снабжению продовольствием городов. А жители чувствовали, что таким образом вносят свой вклад в решение проблемы, отказываясь от своего самого ценного ресурса – жизни своих детей. В других культурах, практиковавших жертвоприношение детей, их готовили задолго до этого события, включая специальное питание, иногда с алкоголем и репетициями самого процесса. Среди взрослых, которые были погребены с детьми, были 2 женщины и мужчина, которые погибли иначе. Одна из женщин, похоже, скончалась из-за тупой травмы задней части головы. Другая женщина также получила удар по голове, но неясно, убил ли он ее. Новые раскопки другого участка в соседнем Пампала-Крус, где уже обнаружено около 132 детей и 250 лам, указывают на еще более ужасающие масштабы жертвоприношений в древнем Перу. Но так ли были глупы правители, поддерживающие традиции жертвоприношений? Исследования за последние годы позволяют немного иначе взглянуть на жертвоприношения. Доказательства подобных практик можно найти в археологических записях ранних цивилизаций, в этнографических записях культур коренных народов мира и в текстах наиболее плодовитых современных религий.